Он сейчас одну, которая живая, отпустит случайно, я это сниму. Их вообще прополоскать надо бы. Ну да, их вот так вот разверни боком. Всем привет! Выбрались в Томскую область на рыбалку. Если точнее, то в Каргасок. Такие замечательные здесь места. Рыбалка у нас получилась более-менее удачная. Конечно, не то, что мы рассчитывали, что здесь будет огромное количество трофеев. Но рекорды многими из нас поставлены. Щуки-монстры пойманы. Окуни трофейные тоже. Даже ези некоторые поймали. Трофейных. Судаки. В общем, вся рыба здесь, в Каргаске. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пишите в комментариях, как вам рыбалка. Напишите самый большой трофей, по какой рыбе вы поймали и какого веса интересует окунь и щука. И судак. Вот. У нас с вами задача до конца лета, ну уже, наверное, до середины, до конца осени, набрать 5000 подписчиков. Не получалось выехать. Вот. В последние дни лета только выбрались на хорошую рыбалку. Поэтому обязательно подпишитесь. Даже если вы просто так смотрите, вам это ничего не стоит, а мне приятно. Поставьте колокольчик, не забудьте, не пропускайте новые видео. С каждым разом все будет интереснее и интереснее. Там уже на подходе первый лед. Скоро. Прям жду не дождусь. Да и осень уже началась, трофейная рыбалка. В общем, надеюсь, мы с вами будем друзьями на долгие-долгие годы. И буду рад видеть ваши комментарии под своими видео. И, конечно же, лайки. Ладно, приятного просмотра. И ни хвоста, ни чешуи. Рыбачить мы сегодня будем на Dodger от Majorcraft. Катушка у нас Twin Power 4000 PG. Плетенка. Блин, а я сейчас уже даже не вспомню. Какую-то китайскую я в последнее время беру. Но ссылки на все снасти будут в описании. 8-жильная плетеночка. Отлично себя показала. Мы ездили уже в Вороново. В принципе, рыбку держит. Твин свой нужно обслужить будет в этом сезоне уже. Уже начал чуть-чуть подглючивать, к сожалению. Фрикцион как-то не очень хорошо отрабатывает. Нужно все смазать, поменять, добавить подшипники, убрать лифты. Я его еще вот за 2 года ни разу не обслуживал. Все, руки не доходят. Пойдет. Поводков взял побольше. Опять придется много отрываться. Рыбу будем искать в коряжниках. Так. Сумка. Тут у меня замечательные мои кусачки, пассатижи, которыми обычно рыбачу. Что мы сейчас сделаем? Мы отрезаем сантиметров, ну, метр где-то плетенки, которая могла исшоркаться за прошлой рыбалки. Так, поводок я надену 30-очку. На всякий случай, вдруг все-таки сегодня нам повезет, уже почти осень, и будут ловиться трофеи, чтобы они нам не откусывали плетенку, поэтому поводок надеваем чуть-чуть подлиннее. Обычно я 20-м поводком рыбачу, в этот раз буду рыбачить 30-м. Завязываем узлом клинч.
как его вязать, у меня есть на канале. Переходите, смотрите. Вот так вот он быстро вяжется. Смачиваем. Затягиваем излишки. Отрезаем. Все. Более подробно, как уже сказал, смотрите на канале. У меня есть видео. Так. Теперь. Резину я сегодня буду пробовать немножко другую. Она немножко потолще, но вроде как на трофейную рыбу должна быть. Общаюсь с одним мастером спорта по рыболовной ловле. Он посоветовал попробовать вот эту вот именно. Это полта, акула в размере 100 миллиметров. Вот так вот она выглядит. Ну, примерно так же, как обычные мои резинки, которыми я рыбачу торпедой. Но немножечко потолще. Так. Сразу же сейчас все снаряжаем. У меня должны остаться крючки. Но не знаю, подойдут ли они на эту резину. Возможно, они будут худенькие. Да, они прям худенькие, маленькие крючки. Сейчас поищем, значит, другие. Поищем, значит, другие крючки. Так. Вот у меня есть. Я, по-моему, с Китая где-то заказывал. Что-то в этом роде. Так, это номер 2, это номер 3. Наверное, вот этот вот. Сейчас попробуем вытащить. Аккуратненько. Таким вот макаром посмотрим, что у нас по номеру 3. Ну, да, наверное, сюда будет у нас номер 3. То есть в таком вот размерчике. Китайские крючки я беру, не заморачиваясь. Купил еще в прошлом году или в позапрошлом, наверное. И сейчас будем на него рыбачить. Как одевать офсетные крючки у меня тоже есть на канале видео. Если очень быстро, то я это делаю вот так вот. И обязательно кончик заправляем в саму приманку. Так как будем рыбачить в корягах, чтобы она меньше зацеплялась. Грузик, недолго думая, я надену, наверное, где-то 32 грамма. Хотя мы сейчас будем рыбачить на большом течении, поэтому надену не 32, а 34 грамма. По идее, должно быть достаточно этого. Таким вот образом мы его снаряжаем. Если буду резину менять по ходу, то обязательно об этом покажу, на какую резинку поймал. Ой, что-то толстоватые поводки, тяжко раскручиваются. Но мы приехали сюда за трофеями, поэтому не будем рисковать, как говорится. Плетенка у меня тоже здесь, по-моему, 1,2 стоит толщиной. Так, ну что, в принципе, я готов. Сейчас хватаем Диму. И в путь. Все, удочка снаряжена. Буквально 2-3 минуты. И мы в бою. Ха-ха. Поклевка. Ну вот, на новую, на акулу. На акулу.
есть у них такой вершок. Кучерявый. Ну. Давай, пацак. Вот это уже что-то крупное, слушай. Крупное что-то. Да, я потихонечку его пока тяну. О, окунь. Фига, так он нифига это здоровый. Хо-хо-хо, нифига он здоровый. Я думал судак. Прям, ты видел, как он тянул? Зверь. Так. Прямо интересно. Да я фиг знает. Грамм 500. 430. 440. 440. Это сколько сказал? 430? Такой вот красавчик. 400 грамм окунек. Ну, хороший, хороший. Прям отличный. Да. Ну ладно, выяснили, что на голову окунь тоже не брезгует, хоть она и толстая, капец. Да. Я просек, понял? Подкидываешь? Нет. И это, по дну ее, тык-тык-тык. Поклевки две были сейчас только что. Я такой, о, нифига. Ну-ка, да, еще раз попробую. И еще раз. И он, короче, взял. Понял, про что? А у меня что, маленькая, что ли? У меня полоронка. Что там, щука? Да? Хочет встать. Бери. Я ее не вижу. Хорошая. Не торопись, не нервничай, все хорошо. Ох, красота какая. Зато кадр красивый. Есть. Кунек.
Окунек. Не сильно тяжелый, но дергается приятно. Хотя нет, здоровенький. Отличный. Прям отличный кабан. Жень, подай весы, пожалуйста. Вот крышку открывай. Под коробкой серые. Вон пластиковая хрень вот это лежит. Ага. Спасибо. Так. О, да, уже на 500 грамм окунь. Уже покрупнее, чем поймали до этого. Смотри. Во-первых, не бойся кидать. Смотри внимательно, Жень. Катушку откидываешь от себя, не в эту сторону, как ты делаешь. Кинул, там ты когда до берега докидываешь, там глубина меньше, поэтому нужно делать быстро и больше оборотов. То есть раз, два, три, там, он раз отстукнул, опять раз, два, три, отстукнул. Потом, когда пауза начинает становиться поменьше, ты уже делаешь меньше оборотов. Но еще можно сочетать, видишь, я с подкидыванием, допустим. То есть я и катушку кручу, и спиннингом подкидываю. То есть пробуешь разную игру для рыбы. И тогда это дает свои результаты. Ну, может упасть, допустим, если на окуне. Раз, крутнул два раза, она упала, ты раз так тык-тык-тык по дну. И он может взять. Ну, окунь такая рыба. Ты морковку уже скинул? Ну ты челюсть. Слышал, Диман? Что? Я специально снимаю, когда я себе по пальцу резану. Можно еще подсмотреть, как Красота. Что, Димон, всяких этих подобавлял, там перцев, там всякой фигни? Еще рано. Так смотришь, куда-нибудь пригласят в повары. Снимаем, как еду готовим, все потому что Дениска водку забыл. И будем Надо по вкусу перчить, попробовать. Попробуй по как Димка. Это его это специфика вот так. Как он... Все там отдельно, кто себе самим. Ты оторвался, что ли? А чё выкинул? А чё выкинул? Блеснул? Есть. Дим. Ну, что-то небольшой вроде.
Что-то небольшое вроде. Окунь. Бери. Ух, ни хрена себе тут кто. Смотри, какой шмель. Не потерять. Ну, обрыбились. Ну, метров, блядь, 40. Не матерись. Да. Хоть что-то поймали сегодня. А то все тишина да тишина. Фига его. Он себе глаз вырвал. Подсак. Ну, да. Рассчитывали на больших щук, а ловим больших окуней. Но, в принципе, я доволен. Окуней я тоже люблю. Главное, что не судак. Откуда склонить земля? Это я, кстати, одел все-таки эту, на которую в прошлый раз рыбачил. Торпеду. А куда я кидал, ты помнишь? Каргасок, страна окуней. А я хотел щук, щук, щук. А я хотел щук. Да вот не знаю, Дим, тяжелое, что-то прям наш фрикцион затрещал. О, это не окунь. Нифига нет. Давай. Прям смотри, какая. О, щука. О. Неужели? Никак. Не матерись, Дим, не матерись. Клади, клади, клади. Все. Там этот крючок, смотри. О. Ну как ты вчера? Вот так стоял. Так тут же не только дело в том, что нужно ее это завести, ее же нужно еще. Ой, как это? Подсаком поймать. Ее нужно завести еще в подсак. То как это? Тихо, 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 тихо. Шифер, 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 шифер. Да вот не знаю, там, по-моему, побольше было. Тихо, не дергайся. Сейчас кто-то взвесит. Примерно будет, знаешь, Так, вот тебя нафиг. Так я вот и не лезу. Я вот ее стараюсь удержать. И пошел вот за этой фигней. За пассатижами. Оп, есть. Так, ты мне плетенку не перегрызи. Все вроде. Так, что, где весы-то? Ну
Ну, 2,5 где-то. 2,5 килограмма щучка. Так. Так, сейчас расскажу, на чем мы ее поймали. Поймали на олта в размере 100 миллиметров торпеда. Вчера я рыбачил на акулу, ну и сегодня тоже, но что-то вот не особо клевало. Решил одеть опять торпеду, попробовать на нее, и сразу поклевка. Вот окуня поймал, и следом щуку на нее же. До этого была тишина. Мы же целую протоку прошли пешком в холостую уже. Фиг знает сколько там. Километров 10, наверное. 20. Около 20. 30, наверное, километров протока. Давай ближе встанем, а? А ты куда кидаешь? Туда. Так а зачем ты туда кидаешь, если ты там отрываешься? Я же показывал, куда кидать. Шмель. Ага. Окунь. На себе. Окунь чуть спиннинг не выдрал у меня. Окунь. Сошла. Крючок разогнула. Такое ощущение, что, блядь, 20 там, что ли, одеть, нет? Ну я 18 кидаю. Что мало. Окунь. Я не видел, как у меня спиннинг вырвало. Окунь, говорит. Щука. Мега монстр. Ну, конечно, Дим. Тихо, родная. Все, вот они за десятки пошли. Нормально. По времени. Дима. Сработала приманочка моя? Хух-хух-хух. Красиво она вообще. Давай, конек. Есть, веришь? Вот тут, да? Я как подозревал, что помельче приманки нужны. Мне кажется, нет. Может, цвет. Так. Ей не нравятся такие манипуляции. Стропон, блин. Только ты меня не съешь, пожалуйста. Я держу. Так. Подожди, не вытаскивай. Сейчас пацак убери. Что ты? Надеялись на десятки. А тут полуторкам радуемся, как дети. Без клёва. Ну, блин, так-то неплохие щуки.
по любым меркам. Дим. Фига он вроде небольшой, а долбит прям капец. Я же думал уже орать. Пацак, пацак. Дима, Дима. Ого. Фига. Зай. Так, блин, нифига себе. Я ее подтянуть не могу. Где-то тут. Да я вижу, что подлодка. Подожди, подожди. Фу. Поднимаю, я поднимаю. О, все. Припарковали. Душечка. Ого! Фига она. Прям жестко. Жестко. Дайте, палец мне не откуси. На ноге, блин. На руке уже все у меня попробовали. На ногах теперь решили пробовать. Блин, а как тебя вытащить отсюда? Вытащил. Опа. Вот такая вот красотулька. Полторашечка, наверное. Сейчас посмотрим. Так. Ну да. Кило 400. Полторашечка. Оказывается, вон оно что. Но я понимаю, с одной стороны, малька много, поэтому крупные приманки щука не берет. Она вон привыкла мелкую есть. Она на мелочи кидается. Так, тут мы рыбачим на двойной поводок. Ой, на двойной крючок. Как одевать приманку на двойной крючок, есть у меня видео на канале. Переходите на канал и смотрите, там есть раздел даже специальный про то, как силиконовые приманки надевать на крючки. На двойник я вот чаще использую такой вот способ. Дальше все как обычно. Тут 20 грамм мы сейчас кидаем. Течения почти нету. Поэтому как-то так. Стальной поводок 20 сантиметров я использую. До этого кидал 30, но пока разницы не почувствовал. Тем более у Димы вон 30 сантиметровый точно так же щука откусила. Но срезала выше поводка. Поэтому разницы нету. Я думаю так. Ну все, снасть готова. Можно рыбачить. Судачок. Что у нас, на жарку идет? Или солить его собрался? Нет, это пожарим сейчас. А ты голову куда делаешь? Второй кулинарный канал будешь открывать? Смак с Денисом. А из кухни куда дели соль? Тут где-то стоит. Вот он, соль. А, вон она. Насыпай.
А, да? Короче, неприятность случилась. Лодку пробили якорем. Димка уже рыбачить ушел. А мы тут стоим. Ждем, когда засохнет. Вот так вот у нас начался третий день. С неприятностей. С небольшой. Ну, ничего страшного. Фу. Вот такая вот штука у нас получилась. Клей принял цвет ПВХ. Был прозрачный. Все вроде подсохло. Сейчас будем лодку качать, и можно ехать. Все, лодка накачана. Ничего не спускает. Все отлично. Ставим палец вверх, подписываемся на канал. Есть. Есть. Ну это прям, ну это, капец. Начало дня с маленького окуня. Опа. Не клюет, говорит, ничего. Покрупнее, надеюсь, у тебя. Да, такой же. Такой же. Не, ну этого можно взять, этот хороший. Это совсем мелкий был. Есть. Давай пацак, наверное. Или я корягу тащу. Не, Дим, давай потащить пацак. А, ну, небольшая щучка. Ну так ведь и нахуй порвёт. Оба. Ну, килошечку. Грамм 700, наверное. Тихо, не дергайся. Такая вот щекенция. Забагрилась. Клюнула и забагрилась. Интересно, сколько она. 600 грамм. 630. Ну, как я и говорил, грамм 700. Иди. Все, ушла. Есть. Давай, Дим, пацак.
Да, идет потихоньку. Фу. Идет, говорю, потихоньку. Фу. Ого. Че, блядь, опять? Да тяжелый он. Окунышка, окунышка. Ты мой маленький, за щуку он охотится. А? Да ты мой маленький, говорю, за щуку он охотится. О. Ой. 540 грамм. $540. Такой вот красавчик. Прям такой. Ну, что-то крупное бьется, вот и трещит. Крупное что-то. Зачем? Где-то щука. Не-не-не-не. Брать это? Да, Дим. Хорошая щука. Давай, 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 Дим. Здесь уже. Ты не гоняйся за ней. Так, ну, видишь, она как уходит. Так ты поставь подсак, она поэтому и сбрыкнула. Ага, блядь, Я тебе серьезно говорю, никогда не гоняйся за ней подсаком. мы так не гонялись. А, надо груз поменять. Тоже 32. Я думал, ты менять будешь. Есть. Вытащишь? Не понял, что это. Надо забить. Палка, ты не чувствуешь? Есть. Не дергайте. Нихуя вообще. Так. Это палка, по-моему. Сука.
Налим нахуй. Смотри. Не дергается, но Судак может еще. не всплывает. И тряпочка. Щука. Я ее внедрил. Она в нее. Тихо ты ебанушка. Тихо, сейчас тихо, ебу сам. Интересно, накинулась, и я просто в нее попал. Эти дуры-то кинуться могут. Есть. О, маленький щук. Или крупненький окунь. Ну это капец. Каргасок. Каргасок. Вот такие вот монстры ловятся в Каргаске. Смотри. Она даже не засеклась. Беги. Поклевки пошли какие-то. Непонятно. Че, не понял, сидит? Что-то сидит. Пока нос чесал, что-то схватила приманку. Ну это что такое, Дим? Что-то все крупнее и крупнее. Укрупняемся. Каргасок не перестает удивлять. Ребята. Фу. Я вот думаю, может приманку все-таки покрупнее одеть. Есть. Просекаю, у меня там офсетник. Чтоб он не сошел. Сейчас опять Кинг-Конг. Приманку зубами прижал, да? Просекаю, блин. Щука. Ну, видишь, зато как просеклась. Плюнет, мне кажется, нет? Не, а вот смотри, как крючок торчит. Он нос сломал, и дергал. Чтоб наверняка. Это хорошее. Денис, убирай. Куда я уберу-то? Я ебу, вот это хорошее, слушай. Вот это трофей. Денис. Пошел на... Блядь! Нет. Убирай, это трофей, Денис. Прямо охуеть. Вот это килограмм 10. Да пошел на! Нахуя, Денис? Где? Где-то. Ёбаные коробки. Ебанулся подачи. Ебать. Подачи. Подожди, дай.
Я скину. Сейчас я ее подниму, а ты ее заводи. Значит, получится. Давай. Есть. Есть! Сука! Держи, на пыли. Мамка. Бежит сейчас. Вытаскивай. Она через пацак уебала, слышишь? Так я говорю, сейчас убежит пацак порвал. Слышь, все сладкие в разные стороны. Хорошо, хоть не повыпрыгивали. На, сука! Не матерись. У меня уже весы готовы. Держи пятюню. Ебану, какая она большая. Не, ну слышь, у меня фрикцион. Туда. Ну-ка, на. Не вижу. Сейчас я ручку открою, что ли? Открою. Да мне кажется, обрезай ее нафиг. Плетенку. Вон, вон. Где? Так, сейчас, подожди. На. Глянь, где приманка. Ну где? Там, в тоннеле. Мы ее не достанем. Ну, нет, это побольше, 5, по-моему. Блин, какая. Пускай. Пускай. Сколько? 5700. Хорошо. Так, все, держу. И на какой ее кукан брать? На этот. На какой еще? Глянь, где? О, Говорит, не достанем. Приманки, говорит, 20 лет. Не ловил на нее я тебе серьезно никогда. говорю. Ну-ка, Денис, ну, я сейчас эту беру плетенку. Вот это паровоз. Ебать. Опять. Ну что, ребят, подошла наша рыбалка к концу. О, отдохнули. Отлично. Порыбачили, оторвались. В этот раз в основном по окуню. Щуки тоже у нас были трофейные. Почти по 6 килограмм 2 штуки. Много мелочи, конечно. Немножко на другое рассчитывали, что будет больше крупняка, как в прошлом году в Парабель ездили. Посмотрите, кстати, ссылочки. Там будут под видео на прошлогоднюю рыбалку в Томской области. В общем, спасибо за просмотр. Ставим палец вверх. Подписываемся на канал. Прожимаем колокольчик. Напишите, кстати, в комментариях ваши трофеи, сколько веса и какие щука, окунь, судак. Ну и до встречи в новых видео. Всем пока.